Не смей! Даже не вздумай! Хорош! Врач нужен? Мое дело гоняться за призраком Фьюри, отслеживать дохлые ниточки. Мстить ваша вотчина, и она, пожалуй, на любителя. Значит, судьба такая. Нарушитель 1 обладает способностью уменьшаться. Крылья из углепластика? Ты эту ерунду выделяешь. Разумишь, это видали? Кэп, это Сэм, прием. Слева от тебя. Выглядит очень круто. Стоп, подождите. Сэр, ваше найближче оточення під підозрою. О, дивний новий мір. Сколько можно? Сколько можно, ё... В этой сцене, когда Сэм приходит к Россу, который уже стал президентом Америки, и делает отсылку на Роуді в плані заміни последнего. Дякую за запрошення, сер. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Да ты приятель. Не ждал тебя здесь увидеть. Это я, верно. Я пришел, смирись. Да Идем я- дальше. Ладно. На заднем плане можно заметить 3 фотографии других президентов Америки. Человек слева – Джеймс Мэдисон, 4-й президент. В центре – Томас Джефферсон, 3-й. И что для нас сейчас важно, справа – Джон Тайлер. Он был 10-м избранным по счету, и тогда, как и сегодня, считается самым неоправданным президентом Америки за все время. Позже мы увидим, что Тадеус взглянет на него во время беседы с Сэмом. Возможно, что это намек на его вероятную судьбу. Через некоторое время Исайя, после попытки покушения, выпрыгивает из окна этой же комнаты. После их разговора нам показывают выборы. В зеркале за спиной Росса нам показывают его отражение. Да ладно, но не ладно. Это может оказаться отсылкой на одного из древнеримских богов, двуликого Януса, потому как данный фразеологизм как раз значит двуличность, что также, возможно, является намеком на красного Халка. Кстати, в этой сцене он только схватил щит, а не держал изначально. Вот такие дела. Такое уже ранее случалось с агентом Ситвеллом в первом Торе, который, как мы узнали впоследствии, оказался двойным агентом Гидры. Так что Росс явно не до конца чист. Из-за американских флагов в этой сцене ненароком вспоминается приветствие Джона Уокера в должности второго Кэпа. Да и выступление Кевина Флина из второго Трона. Здесь я должен упомянуть, что после детального осмотра этого трейлера у меня появилось много теорий, и продолжать нам всем будет удобнее не в хронологическом порядке, а именно что скакая по ним. Так что... Стартуем! Теория первая. Наличие редчайшего элемента в Японии. Из просочившихся материалов CinemaCon, где представили небольшой ролик по фильму вместе с этими же диалогами, мы узнали, что в Японии произошла находка тысячелетия. И по слухам, мы точно знаем, что это был адамантий. Да, тот самый металл, который был введен в тело Логана во франшизе Люди Икс. И после операции он также посещал эту страну. По ходу сюжета США, как и весь мир, будут пытаться присвоить его себе. И в трейлере, помимо того, что Уилсон находится в своего рода японском сооружении, мы увидели одного из их представителей и истребителей, с которыми наш новый Кэп будет сражаться в конце трейлера на пару с новым Соколом, а именно его другом Торресом. Его костюм также был представлен нам благодаря утечкам в сети. Здесь же мы можем увидеть тоже противостояние с японской военной техникой, как это указано благодаря надписи GPN рядом с летчиками. VPN. В одном из ранних кадров возле корабля, предположительно наполненного адамантием, можно заметить нечто, напоминающее Аришема из Вечных. Так что, предположительно, через него и японскую находку мы получим самый прочный металл в киновселенной. Ведь именно так произошло в комиксах. Земной металл соединили с вибраниумом, и так получился адамантий. И даже, возможно, в Людях Икс начало Росомаха. Скажи, что этот камень для меня дороже его жизни. Спроси, где он его нашел. Говорит, упал с неба. Это фрагмент метеорита. Да, это может быть вибраниум. Персонаж Джанкарло Эспозито к тому же может оказаться брутальным Уильямом Страйкером из-за 3 ножей на его груди. Теория вторая.
Сюжет и история конфликта Росса и Лидера, главного антагониста Халка и этого фильма. Последнего мы видим в паре сцен, в Белом доме и еще одном. И в обеих он кажется немного зеленый. Баланс сил змінюється. Ты просто пешак. Это наводит нас на мысль о его армии Халков, или, что более уместнее, генерала Росса. Вот так я вижу всю эту картину. 2011 год. События невероятного Халка. После финальной битвы с мерзостью, Росс с армией крадет у Лидера много анализов крови Бэннера. Что насчет его самого, он либо был в плену, или просто сбежал. Так вот, с их помощью они смогут создать армию Халков, а также помочь Тадеусу стать одним из них. Есть и другой вариант. Все образцы крови были использованы только для него, и за счет этого Красный Халк и будет иметь такой цвет. Произойдет это после его предполагаемой смерти, как опять же в комиксах. То есть, злодей приходит, чтобы подготовить музыку для Исайя Брэдли, что активирует скрытую программу подчинения в его голове, как это было с Баки. Об этом мы также узнаем из Сина Макона. Это гарантирует ему месть. Но план проваливается, и он предпринимает еще одну попытку, в конце концов убивая его. После этого подчиненные Тадеуса заканчивают процедуру превращения его в красного гиганта. До этого же все проходило постепенно. 5 лет назад схлопотал я инфаркт. Грохнулся на земь прямо с клюшкой в руке. Как оказалось, то был мой звездный раунд. Ведь после 13 часов операции тройного шунтирования я обрел то, чего мне не дали 40 лет армейской службы. Понимание. Ведь на мой скромный взгляд, тебя загнали в угол. И ты в отчаянии. А на мой скромный взгляд, вам показан постельный режим. Уже второе тройное шунтирование. На мой счет не волнуйся. Это прям как в «Темном рыцаре», когда Гордон тоже оказывается живым. И в «Зимнем солдате» с Фьюри. Совпадение? Точно совпадение. Это превращение будет происходить в лаборатории, в которую позже врывается Сэм вместе с Торосом. И ее коридоры напоминают побег Росомахи, но это определенно наш Краснюша, из-за огромного количества красного цвета и явного сходства с невероятным Халком. Помимо этого, нам много показывают очень подозрительных женщин, одна из которых, возможно, находится вместе с Исайей в клинике, которую посетил Сэм ранее в ролике. Работает ли она на главного злыдня или на персонажа Эспозита, не ясно. Также еще одна борется с Сэмом в тени. Далее, во время всего трейлера, мы видим сцены с Кэпом и Джанкарло, происходящее, похоже, почти в одном месте. И под конец финальное противостояние между Уилсоном, Россом и, возможно, кем-то еще. Третья небольшая теория – вмешательство Бетти, дочери бывшего генерала, которая уже была замечена на фотографиях с его похорон. Она также может появиться в финале и помочь вернуть своему отцу рассудок, получая при этом большие раны, через которые его кровь попадет к ней, в конечном итоге сделая из нее красную женщину Халка, как в комиксах. Да, еще одна женщина Халка, как бы не... И еще одна вещь, которую я сегодня чуть не забыл отметить, это полнолуние. Опять они повторяют это в кино. Ну сколько можно, ребята, а? Фух, это было довольно сложно. Ладно, пора дальше приниматься за работу.